Итак, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас подготовка к ивенту. Ивент у нас называется Crocodile Tears. Начнется он 31 декабря. Ну и, соответственно, как обычно, разберем героев. 3 героя. Это природный ивент. Ну и, соответственно, поехали. Потихонечку разбираться. Да, кстати, сегодня творится какая-то вообще дичь в игре. Постоянные вылеты, постоянные проблемы. Больше 5 минут в игре довольно трудно провести, если ты вот заходишь в бои, в потасовки, в яму, там, куда угодно, в лигу. Не знаю, как у вас, меня лично выбрасывает либо посреди боя, либо после там, каждого второго боя. В общем, постоянно такие проблемы. Итак, ивент у нас природный. Соответственно, герои там ближники. Ну и начнем по порядку с синих. Соответственно, записан у них первым Эль Мариачи. Там. А начнем мы с Кактусита. Герой ближник природа при атаке дает минус атаку атакованному врагу на 1 ход и имеет небольшие шипы. Ну, опять же, как я и говорю, синька — это яма-башня, ее, в принципе, качают только для этого. Больше ни для чего она, ну, практически пригодиться не может. Переходим к ее духовным связям, точнее его. Это у нас Мистер Дьявол, Дерево и Маев. Афродита и Ярость Бури. Афина и Аполлон. Запомнил. Ну и, соответственно, Механик Гир. Будущий. Больше сказать по этой карточке нечего. Да, в яме в башне неплохо стоит. Здоровье, ну, прилично. Может постоять, может где-то затащить, помочь. Но не более того. Соответственно, эволюционируем мы его в Эль-Кактус. Эль-Кактус при атаке врага дает шипы случайному союзнику и имеет небольшую регенерацию. На самом деле, забегая немножко вперед, все эти 3 героя, ну, эпик и редкая, понятно, и даже та же самая легендарка, ну, не играбельные они в лиге. Если только это не сильный перекачанный герой, то бишь, если он у вас там раскачан просто непомерно, выше гораздо, чем требуется для лиги, на которой вы находитесь, тогда еще можно его там в виде танка заигрывать. В основном же это все 3 героя — это полный шлак, вот, что синий, что эпический, что легендарный. Ну, по духовным связям это Кристалл, Топор, Ванакаури, Влад, Жанна, Дарк, Цезарь, опять же, Ярость Бури, ну и Электробашня, если не ошибаюсь, она так называется, ну, будущая Тесла. Все, поэтому герой, опять же, все то же самое, все, что может немножко там постоять в башне в яме, но не более того. Как бы абсолютно проходной герой. Ну и переходим мы к главному, Эль Мариачи. При атаке врага дает минус 22 случайному врагу до конца хода. То есть если бы он еще воровал атаку, ну хоть как-то он мог бы играть. Хоть как-то. Но он просто дает до конца хода минус атаку. Ну и что? При смерти дает регенерацию союзному варлорду на 5 ходов. Ну, это, грубо говоря, тот же самый эффект, что есть и у Огра. Ну и плюс, тут сколько надо пробуждений, чтобы он более-менее давал. Ну вот получается следующее. То есть на 11-м я его могу пробудить, и вот на 16-м он начнет сходу плюс 47 давать. Но опять же, на 5 ходов. Сильно ли это поможет вашему варлорду, если вы играете в своей пачке Эль Мариачи? Ну, я не уверен, если честно. И при атаке врага наносит урон случайному врагу. Урон маленький. Не вижу в этом. Ну вот, да, после этого пробуждения будет он там, ну пусть даже 35, там, ну 40 будет наносить. Но это не настолько сильно. И есть куча героев, которые имеют эффекты гораздо более сильные, чем он. Поэтому абсолютно, ну, ненужный герой. Нет, если он у вас есть и как бы больше с легендарками напряженка, и вы его прокачали хорошо, ну, конечно, используйте. Эта игра немного не про то. Соответственно, палатка, Жабисля, Нот наш принц Нот Эрик, Афина Влад, Бастет и Ланселот и Голиаф.
Вот все, что я могу сказать по кактусу. Абсолютно ненужный герой. Вот абсолютно ненужный. Ну вот пытался я его наигрывать еще до этого, когда лига под него подходила. Ну вообще он ни о чем. Ну несерьезно. Ну нет. Как угодно, но нет. Следующий у нас идет это грибочек, спорлок, ну и, соответственно, самый великий лот-сеятель спор. Ну, начнем мы с грибочка. Дает случайному союзнику способность при смерти исцеляет соседних союзников на определенное здоровье. Ну, я думаю, вы уже и сами догадались, башня Яма, и то не самый лучший выбор, если только что-то попадется хуже него. Ну, только за счет здоровья вот он может постоять немножко. Все. Духовные связи, соответственно, это Санта, Госта, это у нас Грут, соответственно, Иона и Энлиль, Айсберг и Санта, ну и Грут. Все, забыли про синюю версию, переходим к Спорлоку. Дает союзникам в линии способность в начале хода, получает плюс атаку. То есть она тоже увеличивается, уменьшается, соответственно. Дает врагам в линии способность в начале хода, получают минус атаку. Опять же, она увеличивается, уменьшается. Ну, настолько несерьезное умение, да, единственное, что это много здоровья. Он у меня пробужден 2 раза. Вот столько у него уже здоровья. То есть дальше будет там поболее. Вот, 184 на 16. Это единственное, за счет чего его можно там использовать в башне или в яме, если он у вас прокачан именно по здоровью. Вот, все. Потому что, ну, эти умения, это как-то, ну, вообще несерьезно. Да, как бы набафает он там атаки себе чуть-чуть, ну и что? Ничего не дает абсолютно. То есть несерьезный, абсолютно герой несерьезный. Ну, здесь все то же самое фактически. Госта, Тенгу, Грут, Энлиль, Айсберг, Санта, Госта и Грут. Ну и переходим к легендарной версии. Это Лот-Сеятель Спор. Видел я его, ну там он был сильно перекачан, опять же, гораздо выше требующегося для той лиги, где я находился. Поэтому он как бы, да, он очень сильно там и бил, и прочее. Мне кажется, где-то вот на этом уровне он, наверное, был. При смерти наносит 70 соседним союзникам, потому что там было больше. Меня по сотке там лупили. Просто, соответственно, он мало того, что на этом пробуждении, он еще и прокачан был достойно. То есть, да, вот примерно такие характеристики и были. Там что-то в районе там 70 или 80 на там, 270, по-моему, 280. Что-то в этом роде. Если же он у вас тупо соответствует лиге, абсолютно герой ни о чем. Вот абсолютно ни о чем. Вот у меня как? Ну вот на 11 я его еще могу пробудить, допустим. Ну, берем ориентировочно, вот 16 уровень. 43, 140, соответственно. Дает врагам способность наносить 20 соседним союзникам. 20 коров. Ну это вообще, блин, просто смех и слезы. Атакован исцеляет соседних союзников и в начале хода наносит энное количество урона врагам. Опять же, крохи. То есть, да, это будет каждый ход, но ну, не серьезно. Ну, во-первых, он не простоит просто тупо, даже вот с таким здоровьем недолго ему стоять там придется. Как-то так. Ну и его духовные связи, собственно, это Грут, это Тенгу и Госта, это Санта и Айсберг, и это Энлиль, Иона и Анак. Вот как-то так. Абсолютно, опять же, как я считаю, ненужный герой. Неинтересный, бесперспективный. Ну, если только, опять же, его не прокачайте там до каких-то заоблачных высот. Ну и переходим мы, соответственно, к крокодилам. Это у нас зубастый головорез, охотник за головорезами и Данди Крок. Начинаем мы с зубастого головореза. При атаке исцеляется, то есть опять же увеличивается, уменьшается и имеет шипы. Ну, опять же, синька, башня, яма. Всё. Духовная связь его, соответственно, это Афродита, это Эль Мариачи и это Лот. Как раз вот он завязан на ивентовых по связям. Соответственно, будущее Бастет и Мина, Влад и Кактус, и, соответственно, Споровик, этот грибочек. Переходим к эпической его версии. Охотник за головорезами. При атаке дает здоровье союзникам. В начале хода получает атаку за каждого союзника с шипами. То есть его можно, ну,
там, если вы захотите таким заниматься, комбить там, с эпической версией черепашки, там она дает шипы всем, он, соответственно, получает атаку за каждого союзника с шипами, ну и плюс еще при атаке дает союзникам здоровье. То есть, ну, скажем так, для эпика не самые плохие умения. Ну, понятно, что его заигрывать этот будет довольно проблематично и трудно. Нужно, чтобы он мало того, что простоял, так еще успел кому-то что-то раскидать. То есть, ну, дело такое, блин, очень сомнительное. По духовным связям это Афина, Эль Мариачи и Лот. Соответственно, Фредди и Фос. Афродита и Эль Мариачи, опять же. Ну и грибочек этот, эпическая версия. Ну и переходим, собственно, к самому, я считаю, ну, интересному герою этого ивента. Не раз я его уже пытался заигрывать. Ну вот надо мне его еще, конечно, подкачать. Желательно все-таки до 16-го его догнать. И уже тогда пробовать. То есть, да, понятно, что это мужик, да, понятно, что и остро его может в любой момент порезать, там, ну и немотив он очень сильно поддатлив. Но при этом здесь вот как раз присутствует, то есть при атаке крадет атаку у врагов. Вот это довольно приятное свойство его. То есть у меня он сейчас крадет по 15, ну там можно сделать ему 23, либо вот пробудить, что гораздо будет полезнее, и потом уже гнать. Вот поэтому надеюсь, все-таки до 16 я его догоню, и там уже будем разбираться. Ну и при атаке врага получает шипы. Также убивает врагов с здоровьем меньше 20%. И получает здоровье, равное атаке цели. То есть он может очень быстро набрать статы, но, как я и говорил, это мужик, и, соответственно, он подвержен очень сильно и остре. Никуда от этого не денешься. Но все равно я считаю вот этого героя самым перспективным, и я вот заигрывал его, и буду пытаться его заигрывать, потому что мне он очень интересен. Механики у него не самые плохие, атаки он крадет не самое маленькое, скажем так, количество. Там, если его вот пробужу все-таки на 16-м, то будет он там очень даже неплохо у меня буянить. В общем, будем посмотреть. Но пока вот так вот он у меня прокачан. Будем стараться его качнуть по мере сил. Вот, в принципе, и все, что я могу сказать об этом ивенте. Героев мы с вами рассмотрели. Больше тут вроде особо и добавить нечего. Конечно, очень трудно, когда по 3 ивента вылетает за месяц. Очень трудно достать столько ресурсов, чтобы все их пройти достойно. Ну, хотя бы там до определенного ранга доползти. Вот, это не самое простое занятие. Будем надеяться, все-таки со временем все опять стабилизируется у них, и так и пойдет, что ивент магазин, ивент рост до небес, ну и прочее, прочее. По поводу события, абсолютное невезение, абсолютное невезение. Вилана упала крайне мало, ну и, соответственно, я вот даже до 13-го еще все не сумел догнать. То есть о чем уж тут говорить, собственно говоря. Вот, как-то так получается. Вот это постоянные зависания, когда ты входишь к боссам, это постоянные зависания. Вот даже вот сейчас вот давайте, вот, черт с ним, я заберу. Сейчас его быстренько победим, заберу. Не туда я тыкнул. Ну, не суть. Убиваем его. И вот полгода он даже, вот ты получаешь награды, и полгода он возвращается вот на это. Ну, сейчас быстро, даже странно. Обычно вот забираешь когда награду, он еще полгода на это поле даже вернуться не может. Соответственно, вот у меня 3400 искр, ну не знаю, дотяну до 8-го, не дотяну до 8-го. Хотелось бы, конечно, может там все-таки двойной Вилана упадет, либо искорок еще нападает. Ну, что-то хотелось бы, в общем, еще получить. Буду стараться. Вот, опять вот полгода мы возвращаемся к боссам, как я и говорил. Выходим отсюда, не буду нервы себе трепать. Вот. По поводу арены богов, ну, арена богов, по моему мнению, самая простейшая вообще, какая только может быть. Прошел я ее, соответственно, из-за этого с первой попытки. Главное, правильно расставляйте героев. Все, подготавливайте под них дырочки среди этих черепков, и все у вас будет нормально, пройдете быстро и беспроблемно. Вот, завтра планирую все-таки провести я небольшой стрим на часик-полтора. Ну, там уже и поздравлю. Кто не сможет быть, ребят, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем удачи, чтобы Новый год был в разы лучше предыдущего, ну и чтобы все ваши желания и мечты сбывались. Здоровья мамам и вашим близким. Все, ребят, на этом заканчиваю. Всех приглашаю завтра
заскочить на стрим ненадолго. Ну и, собственно говоря, все. Я говорю вам пока-пока, ребят. Пока.